Привет, меня зовут Мардок. Я больше 17 лет работаю в геймдеве, как геймдизайнер и левел-дизайнер. И на этом канале я разбираю игры так, что после вы уже не сможете смотреть на них как раньше. Сегодня разберем, как работают биты, как встроены пазлы и как игра переключает жанры так, что вы почти этого не замечаете. Поехали! И вот из хаба мы попадаем в отдельный рукав. И обратите внимание, как сразу меняется освещение сцены. Вообще хочу отметить, что работа со светом и цветом потрясающая. Из холодного, прохладного, зеленоватого мы попадаем сразу в теплые красные оттенки, окружают нас. Мы сразу чувствуем, что пространство сменилось. И обратите внимание, практически сразу игрок замечает противников. Во-первых, это предупреждает нас от будущей опасности, а во-вторых, после долгого и затянутого перемещения по большому городу нас сразу кидают в экшен. Это очень хороший прием, помогает игроку взбодриться. Обратите внимание, что используются две отдельные арены, где игрок перемещается по-разному, убегая от врагов. Это не дает заскучать и вносит разнообразие. Также хочется отметить, что с самого старта мы замечаем нашу основную цель. Сейчас мы на экране этого не видим, но как только кот выходит из окна, нам видна большая башня, которая является и нашей основной целью, и ключевой лендмаркой. В процессе перемещения по всему этому отдельному рукаву хаба мы все время будем ее встречать, тем самым понимая, куда нам стоит двигаться. Это дает нам такое ощущение, это, как говорится, чувство севера, да? То есть то, куда мы идем и где мы находимся сейчас относительно всего. Вот смотрите, у нас был экшен, мы немного попрыгали, а сейчас нам дали простенькую головоломку. Нам напомнили, как работают бочки. На бочках хочется заострить свое внимание отдельно. Обратите внимание, что у каждой такой бочки есть совершенно конкретный стопор, который помогает не откатиться бочки дальше, чем нужно. Это очень удобно, потому что не приходится каждый раз вымерять правильное расстояние. Вот смотрите, задача с бочкой усложняется. Нам только что дали пощупать и вспомнить, как она работает. А сейчас нам связали два элемента. Мы до этого встречали врагов и бочку, а теперь враги и бочки одновременно. Это непростая головоломка. И, честно признаюсь, сам я на ней помер несколько раз, прежде чем понял, что от меня в действительности хотят. В первую очередь меня, наверное, в ней смущает то, что первым действием, которое сразу просится совершить от игрока, да, это закрыть ворота. И совсем не хочется их открывать снова. Это буквально противоестественное ощущение, поскольку мы понимаем, что враги за ними. Но на самом деле именно этого от нас и хочет игра. На мой взгляд, можно было создать дополнительную буферную зону, которая бы помогла это ощущение снизить. Вот снова задача с бочкой. Заметьте, она снова докатится ровно до того места, где нужно. Классное решение. Вообще хочу сказать, что из-за линейности повествования через перемещение, которое есть в игре, есть ощущение, что не сможешь вернуться обратно, когда уходишь в рукав. Именно такое у меня было чувство, когда в первый раз я выпрыгнул в окно, и оно за мной закрылось, так сказать, отрезая любую возможность возвращения. Вот эта комната выглядит очень жирно, потому что
Смотрите, какой прием используется. Мы заходим через маленькое узкое окошко вентиляции и попадаем в совершенно другого рода помещение. Оно полностью затянуто биологической субстанцией. Вот. И мы чувствуем, насколько мы в чужеродной обстановке, насколько все поменялось. И это как раз таки работает именно за счет сужения. Если бы мы просто в нее зашли, эффект был бы не такой сильный. Всегда, если хотите передать дополнительное ощущение контраста, используйте переходы между узким и широким. Здесь сейчас хочется дополнительно отметить, что чтобы понять, куда коту двигаться, каждая его точка маршрута снабжается дополнительным источником света. Это были небольшие стоячие лампы, либо на прыгучей вот этой балке она тоже была дополнительно подсвечена. То есть такие маленькие световые хлебные крошки разработчик расставляет, чтобы флоу игрока не прерывалось размышлениями о том, куда же ему идти дальше. Вот обратите внимание, здесь тоже у бочки есть стопор, но вот этот стопор выглядит более выраженным. Хотя на самом деле нам нужен совершенно другой. Возможно, это было сделано намеренно, а возможно, получилось случайно. Но сейчас мы увидим, просто бочка была откачана к крупному объекту, который на самом деле к выходу не ведет, у нас выход через балку. И застопорится бочка на самом деле только когда упрется в ящики, которые находятся с противоположной стороны, и как читаемый стопор, к сожалению, не выглядит. Но в целом тут головоломка не настолько сложная. Возможно, осознанное решение, чтобы запутать дополнительно игрока, что в целом тоже неплохо. Когда нет прямой угрозы, можно немножечко поиграть с игроком, такой майндхак сделать. Здесь тоже, смотрите, сражение с противником выглядит как головоломка. Вы должны запутать его, да, использовать другие линии выхода. Это неплохо. А вот тут вообще отличный прием. Как только мы попадаем в эту зону, нам сразу в руки дают рычаг. И, конечно же, мы его используем. Рычаг намеренно стоит не рядом с лифтом, а именно на отдалении, чтобы мы могли приготовиться к тому, что будет дальше. У нас здесь вырубается в прямом смысле таймер, который визуализируется с помощью опускающегося лифта. И нам без всяких аннотаций и брифингов понятно, что нужно просто продержаться какое-то время, чтобы само по себе тоже неплохое разнообразие в плане взаимодействия с противниками, которых мы не можем видеть напрямую. И вот у нас есть обратный эффект. Обычно мы видим, как противники налипают на сетку, спасаемся от этого. Здесь наоборот, мы запрыгиваем в сетку сами, как в клетку, да, и противники не могут нас достать. Вообще искусство геймдизайна точнее не в том, чтобы придумать как можно больше разнообразных механик для игрока, а в том, чтобы использовать одну и ту же механику многократно, но с разными изменениями, которые дают ей эволюционировать. Это значительно более интересное решение, потому что игрок с одной стороны уже работает с тем, что знает, а с другой стороны привносится элемент нового. И в этом есть удовольствие и от решения, и от того, что ты использовал старые знания. Просто когда много новых механик, игроку приходится думать, а не упустил ли он чего-то, нет ли еще каких-то правил, о которых он не знал. Каждый раз выучивать новую механику тоже бывает проблематично. Ну, и в конце нам показывают тоже хороший прием, показать пройденный путь. У нас есть отличная виста, которая демонстрирует весь квартал, который мы прошли. И плюс нам сразу дают шоткат, который позволяет не проходить весь этот путь снова, а быстро вернуться обратно.
Поездка в ведре была бы отличным наблюдением всего пройденного пути, но здесь разработчики, видимо, решили сэкономить немного с лайфхачей, потому что нам не показывают прямого возвращения именно в ту же самую точку, где игрок был, а сразу мы оказываемся в доме нашего союзника. Ну что ж, это тоже в каком-то смысле экономия времени и неплохой прием для того, чтобы не показывать какую-то дополнительную анимацию или насильно связывать куски. Так что берите на вооружение. Давайте теперь рассмотрим 5-ю главу, из каких битов она состоит. Сама по себе является ответвлением хаба, поэтому быстро пробежимся по ее составляющим. Встречает нас сразу динамичная секция, где мы убегаем от появляющихся противников. И это в целом хорошее решение, поскольку мы, как я говорил ранее, успели засидеться в хабе, где все абсолютно статично. Поэтому нас встречает две небольшие аренки, где мы без труда можем найти безопасное пространство. Это нас встряхивает, и мы, собственно, двигаемся дальше. Поэтому уровень напряжения здесь подскакивает, но не сильно. Настоящей смертельной угрозы нам еще не грозит. После этого нам подкидывают небольшую головоломку. Но это, я бы даже сказал, не головоломка, а скорее напоминание нам о том, как взаимодействовать с бочками. То есть некая подготовительная сессия перед настоящей головоломкой, где у нас появляется сразу три одновременно элемента. Первый — это жуки, которых мы встречаем в самом начале. Второй — это бочка, которую мы встречаем после него. И третье — это переключатель реле. Тем самым объединяются сразу три элемента. Сложность головоломки повышается вместе с градусом напряжения. Место непростое, может кто-то на нем застрять, оно просто выделяется по сравнению с плавностью и понятностью всех предыдущих головоломок. Поэтому хотелось ее как-то выделить и описать отдельно. Но разработчики грамотно к ней подводят. Поэтому на самом деле больших претензий нет. Я просто бы немножечко по-другому оформил лейаут, подводящих к ней. Чуть больше читаемости бы дал. После напряженной секции нам дают выдохнуть, нам дают простую прогулку, но разбавляют ее опять-таки тем, что позволяют испытать чуть другой опыт от простого перемещения. Мы здесь идем по стреле крана. Это одновременно и виста, и в то же время ощущение высоты. То есть такой небольшая возможность почувствовать масштаб, потому что вряд ли они здесь пытались кого-то напугать. Вот, это скорее посмотреть, на какой высоте мы находимся. А я напомню, что эта глава называется «Крыши». Вот, и здесь многое проходит в атмосфере стройки, что, кстати, мне кажется, отличным способом обосновать именно элементы левел дизайна, когда нам необходимо создать такие условия, где перемещение было бы более интересным, добавляя объекты, которые легко обосновать. Вот стройка с их нагромождением лесов, каких-то ящиков непонятных, очень легко позволяет это сделать. После перемещения у нас, соответственно, по градусу напряжения появляется такой котлован, да, где мы можем выдохнуть немного. И нас сразу подкидывают в очередную погоню. Да. Мы снова убегаем от жуков, снова прыгаем по этим лесам и поднимаемся дальше. Здесь нам не дают особо выдохнуть. Тут дальше будет напряжение идти по возрастающей. С одним элементом к обычной погоне нам добавляют головоломку, но делают это грамотным образом. Когда нас преследование не мучает постоянно, а запирая жуков, нам предоставляют возможность решить головоломку спокойно. И это в целом хорошо. Плюс элемент комбинаторики, да, то есть
все то, что у нас было до этого, усложняется и изменяется. Это в целом очень хороший способ подавать такую главу. У нее есть определенная выраженная направленность головоломки и бег. У нас все возрастает и приходит к кульминации этого момента. У нас появляется погоня с таймером в моменте, когда мы ожидаем лифт. Это, в принципе, довольно продолжительный фрагмент. Если сравнивать его с бегством в предыдущих частях, то он примерно в 2-2,5 раза длиннее, что ощущается, что вызывает, точнее, у игрока ощущение, ну, когда это уже закончится. И в этот момент, когда игрок об этом думает, это тот самый момент, когда таймер нужно завершать эту погоню. Главное не передушить в этот момент. Ну и, собственно, после этого нам дают хорошенько выдохнуть. У нас идет долгая кат-сцена, диалоги, нам показывают висту. И игрок после этого плавно возвращается в спокойную атмосферу хаба. То есть нас подняли на максимальный пик и потом плавненько с него спустили. Давайте теперь рассмотрим, как у нас идет работа с пространством. Собственно, стоит ли ожидать какого-то другого пространства, кроме аутдорного, в главе под названием «Крыши»? Здесь все равно разработчики попытались как-то немножечко это дело разбавить. В этой секции, где мы убегаем от жуков, катаем бочку, у нас появляется некое подобие потолка, поскольку мы находимся на стройке, да, это все равно так или иначе считывается, что мы вот немного в другое пространство попали. Особенно это хорошо работает на стыке вот здесь, где мы с большого открытого пространства, где мы идем по стреле. И после этого, как вы помните, мы проходим в небольшое такое вентиляционное окошечко и попадаем вот в эту вот красную комнату. Она сжата, она красная. Очень хороший перепад контраста, собственно. Здесь мы чувствуем, что оказываемся уже где-то внутри. На мой взгляд, можно было бы сделать и добавить, скажем так, чуть больше индорных переходов. Это бы чуть усилило ощущение. Но, возможно, здесь разработчикам хотелось сделать ставку на ощущение крыш, что в целом получилось неплохо. Когда дают возможность посмотреть вниз, в таких местах, как здесь или здесь, мы лучше ощущаем, что мы находимся на возвышенности. Вот такие места, где у нас все плоское, нас окружают стены, конечно же, гораздо меньше это ощущение дают. Собственно, на этом закончим и перейдем к следующей главе, друзья. Если ты досмотрел до этого момента, значит тебе действительно интересна тема флоу и того, как игра управляет игроком. Поддержи видео лайком и подпишись. Для меня это сигнал, что такие разборы нужны, и я продолжу делать их глубже, чаще. После повторного посещения хаба нам открывается возможность посетить следующий его рукав с новым типом геймплея. И нас после открытия двери, которую, как заметите, каждый раз открывает именно неигровой персонаж, то есть сами мы ни при каких условиях не можем туда попасть, нас встречает стартовая зона. Что мы можем сразу по ней понять? Во-первых, это безопасное пространство, в котором игрок может представить, что будет ожидать его впереди. В частности, мы видим большое количество биологических полипов. И нас множество раз до этого предупреждали, что канализация будет опасным местом. Здесь мы можем уже почувствовать атмосферу того пространства, в котором окажемся дальше. Здесь также нас нарративно подготавливают ко входу в новую локацию. Это такая мизансцена, по сути. Все начинается с стандартного перемещения, где игрок может оглядеться и осмотреть, что ждет его впереди. И здесь применяется
такой же визуальный прием, как и был в начале игры. А именно нас ожидают мегаструктуры. То есть мы потолка, конечно, не ощущаем, поскольку стены очень высоко задраны вверх, но тем не менее он присутствует. И вокруг огромные бетонные строения. Вот этот спуск обозначает отсечку. Игрок уже не сможет вернуться назад, его сразу бросают в экшен. Что само по себе неплохое решение, опять-таки потому, что мы пребывали в хабе, который абсолютно спокоен. Весь принцип этого преследования построен на принципе «поворачивай влево или вправо», и одна из дорог всегда закрыта противниками. Плюс наши перемещения стараются разнообразить различными прыжками и сменой поверхности. Здесь мы видим сразу читаемый выход, который находится между двух лестниц. Поскольку игрок все время двигался прямо, он единственное, что может, это совершить петлю сверху. Вот преследование закончилось, и начинается паркурная секция, чтобы игрок успел выдохнуть после неожиданного экшена, который встретил его в начале уровня. И заметьте, как сразу меняется темп повествования. Тут и музыка становится спокойней, и все действия не требуют от игрока постоянного быстрого принятия решений. Это хорошо работает. И вот после спокойной секции мы неожиданно снова попадаем в экшен. Причем довольно стремительный, ураганный, который мы не наблюдаем, в котором мы не можем принять участие, мы только наблюдаем за тем, что произошло. Из прикольных приемов, что этот ураганный экшен имеет свои последствия, да, мы видим, как кот хромает, и тем самым можем немного почувствовать, что он испытал в тот момент. То есть для нас это была не просто картинка, а прям вспрыск адреналина, который еще имел за собой некие последствия. Это хороший элемент такой иммерсивности. Мы снова в безопасном пространстве, где можем заняться привычным эксплорейшном. Вот мы двигаемся по прямой, прыгаем. Заметьте, да, снова происходит чередование быстрого и медленного. А вот, смотрите, какой сейчас прием использовался. Здесь, несмотря на то, что кот все время двигался прямо, нам специально подсвечивают большую зону, чтобы мы не побоялись пойти в другую сторону. Происходит смена пространства. Мы оказываемся в городской среде по сравнению с канализационной. И тем самым понимаем, что достигли некоторой цели. Каждый раз, когда вы хотите поменять цель или нарратив происходящего, хорошо менять окружение. И именно здесь это произошло. А также мы видим очень четкую границу. Помимо цветового разделения, переход в красное, она еще и решена физическим способом. Мы видим прямо канал, который разделяет эти два мира. Хорошо читаемая история. Собственно, после этого нам дают нарративный фрагмент. Мы по-прежнему в безопасной среде, то есть вначале было много экшена, динамики, а сейчас у нас есть возможность выдохнуть и насладиться историей. Пропустим нарративную часть. Для чего был нужен фрагмент с площадью? Почему кот сразу не мог попасть к ученому? Теперь, когда у нас появляется необходимый квестовый предмет, мы знаем, куда нам отправиться, потому что до этого у нас была возможность изучить пространство. Мы уже побродили по площади, мы знаем, куда вставлять предохранитель, и мы знаем, куда нам нужно бежать после того, как начнется экшен. А то, что экшен начнется, читается буквально из самой сцены. Ну, плюс ученый нас предупреждает. Хочу обратить ваше внимание, что помимо обучающего элемента о том, как работает новое оружие, это УФ-пушка, здесь присутствует еще один интересный геймплейный момент.
нам необходимо присутствовать в свете луча, что в принципе больше не будет фигурировать в игре и само по себе неплохо разнообразит принцип уничтожения противников. У игрока появляется новое оружие. И в такие моменты очень важно дать ему опробовать его в безопасной среде, что, собственно, сейчас и произойдет. Во-первых, нам дают немножко передохнуть после небольшой экшн-сцены, добавляя туда нарративный элемент с диалогами. Вот наша безопасная среда. Сетка, которую мы знаем прекрасно, как работает, потому что сталкивались с этим до этого. И, собственно, применение оружия. Заметьте, теперь, когда у нас есть оружие, нас сразу снова не бросают в бой. Нас развлекают дополнительным пазлом. Небольшое уравнение с уже известным нам инструментом, а именно с бочками. И что приятно, каждый раз головоломку с бочками немножко усложняют. Само по себе задача не является сложной, но каждый раз, когда в ней добавляется новый элемент, она становится не такой скучной. Вот здесь интересный момент. Первое впечатление, что нам нужно забраться в эту металлическую трубу сверху. Но мы знаем, что головоломка рассчитана таким образом, что бочка становится именно там, где нужно. Вот у нас есть стопор, и хотя выход вот этот красной вентиляции не читался, мы сразу обнаруживаем его, как только бочка остановилась. Забота об игроке такого рода. Ну и, собственно, теперь сама арена подразумевает битву, и враги не заставляют себя долго ждать. Мне нравится, что помимо обычной схватки с жуками, нам добавляют еще возможность спасти профессора. Мы от этого чувствуем большую важность и ответственность, которую нас наделили, поскольку оружие в наших руках, а не в руках доктора. Битва закончена. И обратите внимание, что свет в этой комнате тоже изменен. То есть у нас постоянно происходит еще чередование света, помимо геймплея и механик, которые нам подсовывают. Ну и, собственно, на этом глава заканчивается, и после экшена нам снова дают какой-то небольшой момент, небольшой фрагмент, участок уровня, где мы можем, так сказать, выдохнуть. Но тут важен не только выдох сам по себе, как возможность осмыслить то, что произошло с игроком. Если бы нас после этого сразу закинули в какую-то нарративную историю или еще один экшен, мы бы не успели переварить этот опыт. Сейчас, допустим, начинается кат-сцена. Вот. Если бы она была сразу после экшена, ощущение было бы более скомкано. Поэтому нам дают вот эту небольшую 10-секундную пробежку, чтобы мы могли разделить эти эмоции и на контрасте сильнее почувствовать, что произойдет дальше. Ну что ж, друзья, давайте тогда рассмотрим, из чего же 6 глава состоит. Из каких битов? Ну, собственно, все начинается с простого перемещения, которая довольно быстро переходит в погоню. И, собственно, на протяжении всей этой погони у нас довольно высокий уровень напряжения, поскольку она продолжительная, нам все время приходится прыгать и очень быстро принимать решения. То у нас буквально нет шанса на ошибку, если мы прыгнем не в ту сторону относительно жуков, если мы их не заметим, то это практически гарантированное поражение. Меня немножечко этот момент смутил, поскольку я, когда проходил игру, я успел несколько раз помереть в процессе этой беготни, что немножечко ломало мое флоу. Мне хотелось чуть легче ее пройти. Но в целом
сам по себе сетап хороший. Вот. И сразу после этого там нас встречает прям вертикальная перегородка, которая говорит, все, а теперь у тебя отдых, у тебя паркурная сессия, где мы несложной головоломкой прыгаем по балкам, которые двигаются. И здесь я, наверное, вот какой момент хочу подчеркнуть. Сам принцип движущихся балок и то, что необходимо перепрыгивать с них на другие уступы, которые помогают добавить инерцию, он, честно говоря, не очень хорошо читается. Я в основном прыгал по принципу можно прыгать, я прыгаю, а то, что это двигает балку, это было таким сопутствующей пользой. То есть я не изначально принимал решение, что мне нужно, ага, прыгнуть туда, тогда балка подвинется. Нет, ничего подобного. Я просто линейно, мне дают прыгать, я прыгаю, линейно прошел этот момент. И из-за этого немножечко появляется ощущение, что игрок сам не принимает этого решения. То есть все слишком рельсы в этом ощущаются. С другой стороны, кто-то может мне возразить и сказать, да брось, типа тут хорошая читаемость, она не ломает флоу. Возможно, но вот у меня такой странный привкус от этого остался. Ну и, понятное дело, напряжение падает во время этого. И после точно так же резко нас вбрасывают в короткий фрагмент с тележкой. Прям градус адреналина подскакивает, хотя на самом деле никакой прямой угрозы нет. Нас здесь пугает то, что мы ничего не можем контролировать. И различные визуальные эффекты. Например, эффект того, что мы очень быстро едем. Это подсознательно вызывает у нас чувство тревоги. После чего у нас тут довольно большой набор экшен-элементов. Нам дают возможность спокойного перемещения, эксплорейшена, знакомства с пространством, а после даже дают множество нарративных катсцен, из-за чего график напряжения проседает и, может быть, даже где-то становится скучно, потому что долго ничего не происходит. Но в целом нас подготавливают к тому, что будет дальше. После чего у нас есть небольшая пробежка внутри светящегося луча, где нам показывают принцип его работы. И здесь график напряжения определенно подскакивает. Да? Мы хотя пространство знаем, предполагалось, что легко его пройдем, но сама новая механика того, что в луче нужно держаться, зачастую игрока может удивить. Вот. Поэтому здесь можно, допустим, умереть несколько раз. После нам дают опять-таки небольшую передышку, это головоломочка, и у нас дальше идет боевая сцена, прям полноценная, где мы по-настоящему используем наше новое оружие, у нас прямо есть отдельная выделенная под это арена, отличающаяся цветом и формой, и она является, собственно, кульминацией всего этого акта. Тут можно ее даже разделить на трехактовую систему, где у нас есть в начале экспозиция, у нас в середине у нас, значит, развитие, собственно, когда мы получаем новое оружие, ну и, собственно, кульминация в конце и завершение, когда мы видим диалоговые сцены и катсцены с воссоединением, да, доктора. Вообще, на самом деле, всю главу можно разбить на две части. И это легко заметить по пиктограммам. Первая половина у нас уделена, посвящена, я бы даже сказал, перемещению. Здесь у нас разнообразное движение, бегство, паркур. И даже тоже такой своеобразный тип перемещения на тележке, мы ведь тоже двигаемся. И вторая, наоборот, она практически лишена движения, зато здесь мы получаем новый гаджет, мы обучаемся ему, мы его применяем, собственно, осваиваем принцип его работы. Так что в этом смысле глава получается интересная. Да? Вот она на две такие части разбита. Это помогает сохранить интерес и не сделать ее однообразной. Да? Можно было бы, конечно, кто-то может сказать, ну, могли бы перемешать, добавить здесь еще перемещение. Ну а зачем, если мы и так уже набегались в начале? Наоборот, смена такого пейсинга, она даст больше интереса. Не будешь чувствовать себя уставшим от повторяющихся паттернов. И в этом смысле все главы, они немного разные.
но об этом я поговорю позже. Вот так Stray работает с битами и сменой жанра. Без резких разрывов, но с ощущением целостности проекта. Напишите в комментариях, какая смена жанра не пришлась вам по вкусу. Если разбор оказался полезным, поддержите видео лайком. И подписывайтесь, если хотите глубже понимать, как игры управляют игроком. До встречи в следующем разборе.